Привет, друзья! Сейчас главные новости Европы. В Германии на рынке труда наблюдается интересная тенденция. Компании активнее ищут сотрудников и корректируют условия найма. Эксперты называют 2026 год важным ориентиром, но, кстати, этот тренд затрагивает не все сферы. Одновременно ситуация вызывает внимание европейской промышленности. В поставках сырья для аккумуляторов фиксируют ограничения, которые могут затронуть автомобильный сектор Германии. И это еще не все. Есть и заметное криминальное дело. В одном из городов Германии расследуется дело о хищении, где сумма может оказаться одной из самых значительных за последние годы. И еще отдельная тема – это внутренняя политика. В Германии начинается новый спор со стороны Маркуса Зёдера вокруг больничных листов и выплат, и его окружение затрагивает сегодня не только медицинский аспект. И напоследок, внутри ХДС ХСС продолжается обсуждение подходов к миграции. Подход правительства канцлера Фридриха Мерца обсуждается также с учетом позиции Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен. Обо всех этих последних событиях Европы коротко расскажу буквально за несколько минут. Итак, в Германии на рынке труда намечается редкий момент, когда работа начинает искать человека, а не наоборот. Эксперты говорят прямо, что 2026 год может стать одним из лучших за последние годы для смены работы, и этим шансом уже сейчас пользуются тысячи людей. Компании массово ищут новых сотрудников и больше всего там, где экономика без них просто не работает. IT, логистика, медицина и инженерные профессии. Именно здесь работодатели готовы идти на уступки, повышать зарплаты и закрывать глаза на то, что раньше считалось обязательным. В IT-секторе компании конкурируют за программистов, аналитиков данных и специалистов по кибербезопасности, предлагают удаленную работу, гибкий график и бонусы, потому что кандидатов меньше, чем вакансий. В логистике ситуация еще жестче, там нехватка водителей грузовиков. Диспетчеров и складских специалистов уже тормозит поставки и бьет по бизнесу. Особо острая ситуация в здравоохранении, больницы и клиники ищут медсестер, технический персонал и специалистов по уходу. Работодатели признают, что без повышения зарплат и лучших условий удержать людей будет просто невозможно. Эксперты отмечают, что позиции работников на рынке труда усилились. Количество вакансий в ключевых отраслях выросло примерно на 10% по сравнению с прошлым годом. И компании все чаще готовы обучать людей с нуля, лишь бы закрыть позиции. Но есть и жесткая реальность. Тем, кто не готов учиться и адаптироваться, становится сложнее удерживать позиции на рынке труда. Рынок труда становится не просто подвижным, он становится избирательным. Итог простой и жесткий. Сегодня 2026 год, и это окно возможностей. Для одних это шанс повысить зарплату и условия, для других это период, когда затягивание с решениями может наоборот осложнить профессиональное развитие. Следующая новость – одна из самых важных для Германии и Европы. Мировая энергетика и автомобильная промышленность сталкиваются с риском дефицита ключевых металлов, и это может серьезно ударить по рынку электромобилей и аккумуляторов. Китай, который доминирует в цепочке поставок, уже испытывает нехватку некоторых металлов и предупреждает о возможном дефиците сырья для батарей. Сегодня для производства аккумуляторов электромобилей жизненно необходимы, как вы знаете, три металла – это литий, никель и кобальт. Без них не работают современные батареи, которые используются не только в автомобилях, но и в системах хранения энергии и электроники. Китайские аналитики, изучив данные о добыче и переработке, пришли к выводу, который вызывает серьезные вопросы у отраслевых экспертов, что при нынешних темпах потребления запасы некоторых критических металлов в стране могут существенно сократиться в перспективе. Например, литий может закончиться уже примерно через 15 лет. А никель всего через 3,8 года, если спрос не сократится. С кобальтом ситуация еще острее, его собственные запасы в Китае находятся на крайне низком уровне, и страна уже зависит от импорта этого металла из других регионов мира. Это создает риск не только для китайского производства аккумуляторов, но и для глобальных цепочек поставок. Эксперты предупреждают, что дефицит металла может привести к заметному росту цен на батареи, что автоматически поднимет цены на электрические автомобили и замедлит переход на зеленую энергию. Ситуация усугубляется еще тем, что Китай контролирует значительную долю переработки критических металлов по всему миру, включая кобальт и графит. Именно поэтому многие страны зависят от китайского экспорта этих материалов. Если мировая экономика, кстати, включая Германию и Европейский Союз, не найдут альтернативу или не инвестируют в новые источники, дефицит металла может обернуться серьезным ударом по автомобильной промышленности, энергетике и технологиям будущего.
Следующая новость вызывает обеспокоенность. В Гельсенкирхене развивается один из самых громких уголовных кейсов этого года. После ограбления сберегательной кассы, шпаркассы, следователи выясняют, что похищенная сумма может превысить 100 миллионов евро. По предварительным оценкам, такая сумма может оказаться одной из самых крупнейших для подобных дел в Германии, если версия подтвердится. Инцидент произошел, напомню, в филиале шпаркассы. Преступники скрылись до прибытия полиции, и первые данные о пропаже были гораздо скромнее. Однако в ходе расследования следователи обнаружили финансовые документы и цифровые следы, которые заставили их пересмотреть оценку похищенных средств, и теперь речь идет о сумме, которой хватило бы на содержание небольшого города годами. Полиция Гельсенкирхена уже нашла номерные знаки автомобиля, я вам рассказывал, которые по версии следствия использовались для побега. Этот след может стать ключевым в розыске банды. На месте работают криминалисты, опрашиваются свидетели, анализируются записи камер, и следствие идет в нескольких направлениях одновременно. Сейчас правоохранители проверяют связь с другими крупными кражами по всей стране, поскольку такой образ действий и масштабы напоминают дело, которым уже занимались федеральные службы. Эксперты подчеркивают, что если сумма украденного действительно превышает 100 миллионов евро, это может стать крупнейшим банковским ограблением в современной истории Германии с высоким уровнем предварительной подготовки и координации действий. Но на этом сюрпризы дня не заканчиваются. В Германии разгорается новый спор вокруг больничных листов. Глава правительства Баварии Маркус Зёдер выступил с жесткой инициативой. Он требует строже контролировать выплаты больничных и дольше проверять подлинность справок о болезни. По его мнению, массовые короткие больничные листы становятся инструментом для уклонения от работы и создают огромные расходы для системы здравоохранения и бизнеса. Зёдер заявил, что слишком многие работники получают больничные, скажем так, про запас, то есть на несколько дней или недель подряд, и это без достаточных проверок со стороны врачей. В результате государство, страховые фонды и предприятия теряют миллиарды евро в год из-за отсутствия эффективности и дисциплины. Эксперты подтверждают, что в последние годы действительно доля краткосрочных больничных существенно выросла, и работодатели действительно сталкиваются с резким увеличением непланируемых отсутствий. По оценкам экономистов, расходы на выплату пособий по временной нетрудоспособности составляют всего незначительную часть бюджета. При этом никакого надежного механизма оценки реального уровня болезни нет. Критики инициативы называют ее опасной для здоровья сотрудников, особенно тех, кто действительно болеет. Профсоюзы предупреждают, что ужесточение контроля может побудить людей выходить на работу через силу и ухудшить эпидемиологическую ситуацию, особенно в период эпидемии гриппа и простуд. Тем не менее, сторонники реформы настаивают, что если система сегодня не пересмотрится, то расходы на больничные выплаты по временной нетрудоспособности станут еще более тяжелым грузом для экономики Германии, и это ударит по работодателям и налогоплательщикам. А дальше еще есть важная новость. Внутри блока ХДС-ХСС усиливаются разногласия. Его центр – это миграция. За кулисами партии идут жесткие споры, потому что часть руководства считает, что курс по беженцам снова становится слишком мягким и политически опасным. Главным источником давления выступает баварский премьер-министр Маркус Зёдер. Он выступает за более жесткий подход к миграционной политике, ускорение процедур и пересмотр системы социальной поддержки для новых приезжих. По его мнению, именно миграция снова становится темой, на которой союз ХДС-ХСС либо вернет доверие избирателей, либо продолжит терять поддержку. С другой стороны, руководство ХДС, Христианско-демократического союза, ориентировано на канцлера Фридриха Мерца. В его окружении опасаются, что резкие шаги могут привести к юридическим конфликтам, проблемам с Евросоюзом и ударам по международному имиджу Германии. Внутри фракции говорят прямо, слишком жесткий курс может расколоть сам союз ХДС-ХСС. Дополнительное напряжение создает фигура Александра Домбринда, одного из ключевых стратегов ХСС. Он настаивает на том, что нынешняя ситуация с приемом мигрантов перегружает муниципалитеты, школы и социальные службы, а регионы все чаще сталкиваются с серьезными нагрузками на инфраструктуру. По данным партийных источников, споры идут уже не о деталях, а о принципиальной линии Союза. То есть, либо партия делает миграцию центральной темой и идет на конфликт, либо пытается сохранить баланс, рискуя тем, что избиратели уйдут к более радикальным силам. Политологи отмечают, что это выходит за рамки внутренней дискуссии и становится вопросом стратегического курса на ближайшие выборы. Именно миграция может стать тем вопросом, который определит, кто в союзе ХДС-ХСС будет задавать тон – Зёдер или Мерц. На этом пока все. Вы слушали последние новости Германии. Если информация оказалась полезной, ставьте лайк, подписывайтесь на канал и делитесь видео. Спасибо за просмотр.